сколько стоит питаться в Камбодже. Пойдемте в супермаркет, я вам покажу все продукты и цены, что откуда привозят, как это выглядит. Ну, конечно, сколько стоит, цены у нас в долларах, поэтому будет легко все считать. А вы мне потом скажите, у вас дороже или дешевле. Сегодня мы с вами отправимся в супермаркет. Это самый модный супермаркет. Анкор Маркет он называется в нашем городе Сиам Рип в Камбодже. Его недавно построили. Есть еще первый, а это второй. Он у нас, в общем, по-богатому сегодня. Пойдемте, я вам все покажу. Стойка с хлебом. И у нас все-таки французская колония, поэтому у нас тут и круассанчики, и багеты. Вот эти, кстати, очень вкусные. Это местная пекарня. $1.25 стоит вот такой вот большой, достаточно толстенький багет. А такой $1. Мягенький, прям свеженький. Черный хлеб тоже есть, но он дороже. $1.85. Вот такая полбуханочки. Вот такой еще есть хлебушек, $1.65. Это вот все та же пекарня. Вот этот хлебушек очень вкусный, мне нравится. Он стоит $2 за такой багет, он с семечками. Так, такой у нас стоит $1.40. И вот эти вот малышки по $1.75. Они серенькие. Сладенькое тоже имеется, $1.25, $1.35, $1.35, то же самое, и тоже $1.35. Хорошо, что я не ем булки эти. Ну, ем, но редко. Вот здесь тоже булки. В общем, булочный рай за $2, аж раз, два, три, четыре. Такие булочки есть, это уже другая пекарня. Вот здесь есть что-то за $2.50. Вот сосиски в тесте вот эти я люблю на завтрак, особенно когда я встаю на работу с утра. $1.75, 3 штуки. Их кинула в аэрогриль. И все, через 2 минутки уже готовые, классные. Вот это австралийская бейкери. Видите? Стоит $1.25. Шоколад-бол, это с шоколадкой. Конечно, разновидностей круассанов очень много. $1.85 вот такие с шоколадом. Вы на канале Галя из Камбоджи, и я рассказываю про Камбоджу и Юго-Восточную Азию. И если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Ну и пишите в комментариях. Мы обожаем там общаться. Так что будем сравнивать цены. Поехали. Всякие различные замороженные пиццы. И вот даже есть чизкейки. Цены вам показываю. Пиццы не брала, честно, потому что за такую же примерно цену можно взять, готовую вам привезут, свежеиспеченную. Смотрите, я не видела, за $4.20 можно купить прям бургер. Прям как из Макдональдса. Кстати, у нас в городе Макдональдса нет. Тоже замороженные, уже готовые. Это, наверное, какие-то булочки. Но вот с ценами... А, нет, нормально, вот $3.95. Часто просто не найдешь ценник на самом-то деле. Это английская тема. Вот эти вот штучки очень любят англичане. Это паи. Там они с начинкой разные внутри. Но это вкусно. Такое тесто у них песочное. Сколько стоит, не знаю. А вот нашла. $7.10 стоит. Не дешево, тут 4 штуки. Еще из заморозок у нас здесь есть ягодки. И вот черника $5.50. Малина $5.95. Тоже какая-то черника за $8.50 аж. Вот еще микс ягодок за $9.95. А вот это вот ножички $9.90. Эти ножки привезли из Британии.
То есть тут даже вот цена указана. Видите, original. Chinese Chicken Wings — это крылышки в китайском стиле. Здесь у нас 9,90. Ну вот эта вот вся история, она по-богатому. Мы попроще все берем. Наверное, местные европейцы, может быть, здесь это все закупают. Я лично нет. Мы берем, ну если мне нужны chicken wings, то я возьму крылышки и сама их замариную. В последнее время у нас появилось очень много корейского всего. Ну вот я люблю вот эти вот пельмени дамплинг. И вот, кстати, манду очень люблю вот эту. Я про них даже шорт сняла, посмотрите. Это типа шашлычков. Видно цены, да? 8,50. 5,50 пельмешки. Тут замороженные овощи. Вот микс замороженных овощей 2,95 стоит. Это шпинат. Замороженный 3,30. Кукуруза в заморозке 3,10. У нас здесь появилось тесто. Можно теперь печь самим. Вот это вот такое слоеное, а это обычное дрожжевое. Вот маленькие есть. По цене маленькие 5,95, а большие 7,50. Там два ролла. Вот написано. Я еще беру вот такую вот скин для спрингроллов. Это такое тесто, его вообще в масле жарят, но я люблю у него намазать томатной пастой, сырком посыпать, завернуть и в духовку ненадолго. И получаются сырные палочки очень вкусные. Стоит рубль 95. Колбасный рай. Какой только нет здесь у нас колбаски. Вот эти вкусные, 2,85, а по килограмму получается $23. Здесь 38,50 за килограмм, за такую нарезку 4,77. Ну, примерно разброс цен вы понимаете, да? Это вкусно очень. Бекон сразу вот такими большими за 11,50. Вот еще есть не нарезки, а есть вот такие вот кусочки. Аппетитно выглядят. 4,46 за 248 грамм. И здесь тоже за килограмм $18. Вот такой вот кусочек. Это смокет, это копченые. 6,16. Это у нас ребрышки. А нет, это сало прослойка. Сосиски не ем, не брала, но вам покажу. 2,40, 3,50, $5, 5,70. Выбирайте. А вот это итальянские колбасы по 3,50. Такая вот прошутто. Да, нарезочка. Ну, это прям оригинал из Италии. Вообще у нас много здесь всего импортного, потому что там больше производится мало что. И в основном все продукты, кроме мяса, наверное, овощей, здесь импортные. Так, дальше поехали. У нас здесь продаются австралийские и кхмерские стейки. Причем австралийские, смотрите, 19,95, а кхмерские 6,90. Ну, что логично вполне себе. 19,95 выглядят вот так вот. Угу. А это уже местные, кхмер-биф. За 4,60 вот такие вот кусочки. А вот это вот лэмп, это ягненок, 8,51 стоит. А за килограмм получается 16,50. Вот еще вам по ценам для мясоедов будет интересно посмотреть. В общем-то, большой выбор достаточно. И можно себе выбрать любой кусочек, какой вам нравится. Я не знаю, дорого это или нет. Напишите в комментариях. Вот, а здесь бразильская. Поглядите-ка. Бразильские стейки. Красавчики, да? Вот они стоят $18. И вот такой полкило 8,93. Напоминаю, что мы сегодня бродим с вами по супермаркету Анкор Маркет в городе Сиам-Рип в Камбодже. И я вам показываю цены. А вы на канале Галя из Камбоджи. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь. Так, фарш из говядины $14 килограмм. Сердечки 3,30 за килограмм. Я их в Максику беру часто.
Фарш из свинины $6 за килограмм. Вот такая хрюшка $6,50 за килограмм. Это местная говядина, $15,50 за килограмм. Хороший кусочек. Куриная грудка стоит $3,95 за килограмм. Кстати, надо взять. Крылышки куриные $6,90. Бедрышки $3,95. Вот такие вот лапки куриные $4,70 за кило. А вот есть еще местная курочка. Но это какая-то специальная еда. Сальмон очень я люблю. Вот такая красная рыбка. Здесь стоит $27,50. То есть такой кусочек $12. А это местная рыба Catfish, Riverfish. Причем прям Riverfish. Не ясно, что за модель этой рыбы. Просто речная рыба. Какую поймали, то и продаем. Зато не очень дорого, $7,95. Вот это вот тоже можно засолить, $6,50 килограмм. И очень вкусненько, солененькая. Вот такую Riverfish я тоже покупаю. Она килограмм $8,50. И такой кусочек в духовку кинула, посолить, поперчить и готово. В рыбном отделе вы можете вот такую вот рыбину шикарную прикупить себе целиком. Ну или подороже уже разделанную. Такие ракушки я тоже очень люблю. Их в кипятке быстренько проварил и готово с острым соусом. Красота. Пробовали такие? Прекрасные осьминожки. Смотрите, какая красота. Стоят они $7,50. Еще вариации. Их в пасту очень вкусно. Кальмарчики. Вот эти мини-бэйби кальмары, они очень вкусные. Стоят они $9,50. Креветки $12 за килограмм. Мы поедем еще на рынок с вами. И там они по 7. А вот такие вот тайгер креветки. Видите, они на тигра похожи. Вот они стоят аж 25. Лобстер. Не желаете ли? Смотрите, какой он шикарный. Вот моя ладонь. Здравствуйте, мистер Лобстер. Вы шикарный. Грибочки. Я вот такие вот люблю. Часто себе их беру. Стоит $9 за килограмм. Одной упаковочки нам надолго достаточно хватает. Есть еще вот такие грибы. $4,20 за килограмм. Вот такие большие. $3,50 за килограмм. Эти ароматные, очень вкусные. Видите, они такие кругленькие. Они внутри. $6,90. Это китайские грибы. Стоят они 200 грамм $1.20. Еще вот такие вот есть малышки, в омлет их удобно добавлять. Лимон. Лимон диковинка для Юго-Восточной Азии. Относительная $4,50 за килограмм. А вот лайм $1.80 стоит. С помидорами везде беда в Юго-Восточной Азии. Они вот зеленые, видите, вот такие вот красные помидоры. Но вот в Таиланде, я знаю, тайцы не едят красные помидоры. А вот здесь можно в одной пачке, одна красная будет, остальные полукрасные. Они, кстати, не доспеют, если их положить в темное место. $2,50 за килограмм. Черри. $3,95 за килограмм, тоже полузеленые. Вот желтенькие какие-то появились. Вот такие еще есть помидорки, $5,20. Разброс цен, да, понимаете, какой? А вот такие помидорки $2,50. Тоже полузеленые все, смотрите. Огурчики $1.20 за килограмм, и они здесь натуральные. Кстати, вот в Таиланде чаще всего в магазинах они такие, знаете, их нажал, и они как тряпочка, во всяком случае, раньше были. А вот здесь вот они, видите, все разные, и они прям натуральненькие.
И бывают еще такие аж скрученные, но они прям хрустят. В общем, огурцы тут вкусные, мне нравятся. Вот видите, они все неровные, как огородные прям. Ну, это вот местные. А вот по-богатому помидоры $11 за килограмм стоят. Морковочка $1.30 за кило. А вот это вот прикольная штука, это пророщенная соя. А вот еще какие-то цветочки. Ну, это для местных блюд явно. Я такое себе не брала, не знаю, куда их добавлять, но выглядят очень интересно. Редиска у нас есть за $4,50. Тыква – отличный продукт и очень недорого, $1 за килограмм. Маленькие кабачочки $1.30, вкусненькие. Капуста пекинская $2,50. Вот есть большая, тоже $2,50. Обычная белокочанная капуста $2,5 за килограмм. Такая красная $1.95. Лук чищенный уже $3 за килограмм, красненький. А вот беленький $1.70. Брокколи. И вкусно и полезно $2,95 за килограмм. Паприка $2,70. Такая желтая есть, а она уже $4,20. Ну и красная. Для светофора $3,90 за килограмм. Очень вкусно добавлять в блюдо вот такой вот зеленый перец. Какой аромат у него. Вот это кефир лайм называется, но по-русски бергамот. В чай идеальная штука. Картошка красная $4,50 за килограмм. Дороговасто как-то, я чуть подешевле беру. И вот белая тоже $4,50. А вот еще местная есть картошка из провинции Мандулькири, $2,50 стоит. Вот эта вот зеленка называется бокчой. Очень много блюд кхмерской кухни ее добавляют. $2 вот за килограмм. Розмарин. Тоже здесь выращивают. $23,70 за килограмм. Но вот такого пакета хватит на очень долго. Лучок зеленый. 70 центов. Вот такая упаковка стоит. Ну, такой на самом деле. Желтоватый. Яйца. Вот такой большой бокс, 30 штук. $3,70 стоит. А вот такой вот поменьше 4... Ой, нет, это вру я вам. Вот такой поменьше $1.60. И вот такой еще есть за $2. Вот классные яички в говне изляпанные, смотрите. На рынке такие натурально продаются. Здесь художественная лепка была. $2,20 стоит. Там 6 штучек. Мы на канале Галя из Камбоджи, и сегодня мы бродим по супермаркету в городе Сиам-Рип в Камбодже. Я показываю вам цены, и мы сравниваем в комментариях. Дорого, дешево, сколько у вас что стоит. Делитесь, пожалуйста, и не забудьте подписаться на мой канал. Я рассказываю и о Камбодже, и о всей Юго-Восточной Азии. Кетчупа завались, какого хотите. И марки тоже разные. И цены тоже разные. Вот пошли корейские вариации. Подешевле. Видите, продукт from Корея. И вот еще кетчупы. В общем, на любой кошелек. Майонез. Я делаю сама его дома. Что его там делать-то? Вот, но он продается. Вот смотрите, Хайнс 5,60. Есть вот этот вот майонез неплохой. За 5,50. Большие банки неизвестной стоимости. Вот этот майонез Риэл 4,30. Вот когда я еще не умела делать, я вот такой брала. А теперь научилась и не покупаю магазинный, сама кручу. У нас здесь очень много разных соусов с разных стран. Вот это, например, австралийский. С мятой соус. Сейчас австралийских продуктов очень много в Камбодже продается. Вот такой соус тоже из Австралии. А вот из Индии.
А вот эта компания из Нидерландов. А Хайнц у нас из Англии. Масло тоже откуда только не привезли. Вот это, например, корейское. 3,95. Вот это из Испании. Тут есть Сингапур. Вот это Малайзия. Оливкового масла тоже очень много. Вот это, например, из Тайваня. Вот это вот масло из Франции. Это у нас и Испания. Вот это очень вкусное масло с трюфелем за 12,90 из Италии тоже. Испанские оливки 3,95. Оливок каких хотите. Фасоль. Тоже разных производителей из разных стран. По разным прайсам. Кстати, тайские остатки. Заметили, что тайских продуктов нет? Вот это вот остаточки. А это вот консервы уже с готовой едой. Это что, греча с сосисами, что ли? Макароны. Бинс, фасоль с сосисками. Картошечка. В общем, чего хотите, всякого разного есть. Иностранные фрукты здесь задорого. Вот виноград, например, 12,95 вот такой вот стоит. 8,50 вот такой черненький. И красненький у нас 14,70 стоит. Черника нынче в моде, но тоже недешево. 22,50 за ведерко. А вот маленькая такая вот чашечка стоит 4,50, 125 грамм. Вишня, черешня, знаете, сколько стоит? 36,50. Я резко не люблю вишню, черешню. А вот прям канадская черешня, $31. Клубника. Но она, кстати, вообще не ароматная. Стоит 6,50 за 250 грамм. Пойду манго поем, пожалуй. Мандаринки 5,20 за килограмм. А вот большие апельсины 4,90. Зеленые пластмассовые яблоки стоят 4,30 за кило. Улетело у меня яблочко такое большое. Бананы $1.80. Это за килограмм. И папайя в магазине стоит $2.20 за килограмм. А арбузы по $1,5 за кило. Йогурты. Вот это у нас местная марка по $1. Большая. А вот это уже импортные, $1.25. Это тайское молоко. Оно сначала пропало, а потом опять появилось. 4,50 за большое. И вот есть всякие соя, альмонд и разные другие молочки по разной стоимости. 3,30, 4,95. Когда пропало тайское молоко, к нам привезли, вот смотрите, есть французское, австралийское молоко. И вот это вот местное. 0,40 стоит вот такую маленькую. Вот этот бренд, я, кстати, не знаю, откуда они. Но я его беру. Вот еще у нас много полезного всякого молока. Соевого я такое беру, чтобы с протеином мешать. Там уже много протеина внутри. Так, сливки 6,95 за большую упаковку. И за маленькую 2,20. А вот кефира или творога в магазине не найдете. То есть делает или специально кто-то. Я сама делаю и кефир, и творог. Поживете в Азии, научитесь и не такому. Масло сливочное тоже есть разное. 7,95, 4,50, 4,80, 4,50, 3,90. Вот Анкор за 4,70 и 4,30. Соленое, не соленое.
Сыра у нас тоже местного появилось очень много. Но вот этот недавно появился, это местный, 2,95. Но пластмассу чем-то по вкусу похож. Ну, собственно, и по виду тоже. А вот есть вот это уже вкусный сырок. Вот посмотрите, $28, 15,50, 17,50, 35,50. Пармезан 25,50 за килограмм. А моцарелла 14,50. Я его чаще всего беру вот в таком виде уже. Вот этот сыр очень вкусный. С плесенью 17,50. И вот за 29 есть. Местные ребята все сладкоежки, поэтому сгущенки очень-очень много. Это, кстати, местный кофе, который едят зверечки. Лювак, знаете, как и лювак? Он его съедает и потом какает. И получается дорогой кофе. Ну и, кстати, вообще не очень хорошего качества. Здесь есть лучше. Чая у нас очень много и разного. Это, по-моему, японский, да? Но вот для примера японский тегуанин стоит 4,30 за 250 грамм. А это, наверное, уже китайский. В пакетиках тоже выбор большой. Давайте покажу. Липтон 6,50. Дилмах 3,95. Вот такой 9,95. И вот этот 13,50. И вот такие маленькие пачки уже 5,50. У нас здесь очень часто меняются продукты. Вот одни завезли упаковку. Вот этот весь чай, я его не знаю, он просто недавно появился. Через полгода он пропадет, потому что через полгода надо будет оформлять лицензию на экспортный товар. И просто они не будут завозить следующую партию. Потом через время опять завезут. Вот еще есть китайский недорогой совершенно чай. Original. Я себе беру вот такие вот в пакетиках. По $1.80. Вот это 4,50 вся линейка стоит. А вот это дорогой. $119. Дахунпао знаменитый красный халат стоит $14. И вот еще для любителей чая тоже есть вот такие варианты. В общем, чайманом здесь отлично себя чувствовать. Я люблю чай. Кофе тоже. Вариаций очень много. Посмотрите на Nescafé. 13,50, 12,50, 9,95. Вот есть такой растворимый кофе. Но пить растворимый кофе в стране, где растет прекрасный кофе, очень странно. Хотя я сама люблю 3 в одном. Горячий шоколад. Горячий шоколад 6,90. И вот еще есть такой развесочки шоколад. А это какао. Это какао $22 за килограмм. Вина у нас очень много, французского, итальянского, и вообще недорого. Не буду показывать сильно бутылки, потому что YouTube не любит алкоголь, когда показывают. Просто вот показываю вам цены. Балантайс 1,5 литра 22,50. Чивас Регал 63,50 за литр. Джим Бин 10,50. Бакарди 0,7 11,95. Капитан Морган тоже не задорого 11,95. И вот покруче Капитан Морган уже 16. Джин Бомбей 15,50. Ну и текилу покажу вам 11,50 и 10,50. Очень популярный напиток. Вот этот джинро, его пьют здесь все. Корейские сериалы, респект вам. С крупами ситуация следующая. У нас здесь все едят рис. Ну вот еще есть кускус. Перловка за 2,80. Вот эти всякие фасоли, горошки тоже здесь очень популярные.
лентины. 5,50 за большой пакет. Я вот из таких пеку хлеб чечевичный. Кино модное стоит 8,95. Чиа стоит 8,90 за килограмм. Ну вот, гречки нет, как видите. Зато вот большой выбор различных хлебцов. $2. Вот такие для детей 2,70. Мы уже пошли подороже. 4,70. 6,30. Завтраки 4,50. 4,95. 5,90. Хлопья 6,95. Мюсли вот эти неплохие, 5,50 стоят. Вот есть и за 4,95. И дальше пошли за 3,50 можно найти. Или вот такие уже фасованные, 6,30 за килограмм. Я вот эту лапшу люблю. Лапша, она варится минутки 2-3. Стоит $1,5, и там ее очень много. А это стеклянная лапша, за $1 это большой пакетик, а вот маленькие за 0,20 фунчоза. Макароны, вот эти барилы хорошего качества, 2,50 стоят, 3,20, $1.95, 3,90. Вот такая марка за $1.80. Спагетти, $1.95. Итальянские, $1,5. А вот какие-то маленькие моллюски 2,50. А это, наверное, модные. 4,20 аж. Ну, еще вот такие вот, да, беру $1.95. Друзья мои, много что показалось, продуктов основное, да, а вот всякие моющие и стиральные порошки еще не дошли у меня ручки. Но у нас будут следующие серии, поэтому подписывайтесь на канал Галя из Камбоджи, ставьте лайк. И буду вам все рассказывать. Пишите в комментариях, что еще интересно было бы узнать. Всем спасибо, пока-пока.